Добрый день! Сегодня мы с вами научимся вязать вот такие простые бесшовные следочки, размер которых 38-39. Мы не будем использовать различные узоры, а свяжем полотно изнаночной гладью, что позволит одевать такие следочки в любую обувь, от тапочек, ботиночек и кроссовок до сапожек. Саму работу мы с вами начнем с выполнения пяточки. Далее мы с двух сторон полотна доберем петли и продолжим работу ровным полотном до убавлений для формирования носочка. И после этого выполним верхнюю часть нашего следочка. Для работы нам потребуется моточек пряжи, также спицы на леске, 4 носочные спицы, крючок для обвязки, ножницы и сантиметровая лента. Приступаем к выполнению. Классическим набором на 2 спицы набираем 11 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. Спицу вынимаем и приступаем к выполнению полотна пяточки и провязывать будем изнаночной гладью. Кромочную петлю снимаем и далее ряд изнаночных петель. Кромочная, изнаночная. Первый ряд мы провязали, это лицевой ряд, все петли изнаночные. Работу переворачиваем, в изнаночных рядах все петли лицевые. Кромочную снимаем и провязываем ряд лицевых петель. Кромочная, изнаночная. 2 ряда мы выполнили, работу переворачиваем. И продолжим работу изнаночной гладью, провязывая в лицевых рядах кромочную снимаем и все петли изнаночные. Кромочная, изнаночная. А в изнаночных рядах работу мы переворачиваем и будем выполнять все петли лицевые. Кромочную снимаем и провязываем все петли лицевые. Кромочная, изнаночная. И так нам необходимо связать всего 20 рядов в высоту. Я продолжила работу и провязала ровно 20 рядов. Чтобы удобнее вам было посчитать, считаем по кромочным петлям. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Каждая кромочная это 2 ряда. Я перевела уже петли на короткую спицу и выполнила ряд лицевой, в нем все петли изнаночные. И теперь работу переворачиваем вот таким образом. И по кромочным петлям полотна мы будем добирать петли. При этом вот наша кромочная петля. Мы будем захватывать только переднюю долечку петли. Добираем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И последнюю 11 петлю я подхватываю петлю полотна. Добрали 11 петель, берем третью короткую спицу и провязываем эти петли изнаночными.
кромочную провязываем изнаночной. Получается у нас на 2 спицах по 11 петель. Работу переворачиваем и провязываем в изнаночном ряду все петли лицевые. Кромочную снимаем и провязываем сначала петли с первой спицы, провязали. Теперь центральные петли также лицевыми. При этом сейчас кромочную мы провязываем также лицевой петлей. Выполнили. И теперь по второй стороне полотна мы также доберем петли. Давайте перевернем работу на лицевую сторону. Вот наши кромочные петли. И мы должны будем подхватывать заднюю долечку кромочной петли. Разворачиваем и набираем. Первая, вторая, за заднюю долечку третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая и 11 петля вот в узелочек наборного края. Набрали и берем 4-ю спицу, провязываем те петли, которые мы добрали, лицевыми. И кромочную изнаночной. Переворачиваем работу на лицевую сторону. И получается центр полотна, это наша пяточка. С 2 сторон мы добрали петли для выполнения основного полотна. И теперь мы кромочную снимаем. Далее провязываем все петли изнаночными со всех 3 спиц. Провязали с первой спицы, теперь со второй, провязали и теперь с третьей спицы. То есть я продолжаю работу изнаночной гладью. В лицевых рядах у меня все петли изнаночные, а в изнаночных рядах все петли лицевые. После того, как мы свяжем несколько рядов, будет удобнее перевести все наши петли на спицы с леской и продолжить работу ровным полотном. Я продолжила работу ровным полотном и всего провязала 38 рядов. Вот в сантиметрах это 16 сантиметров. Приблизительно это должно быть 2/3 длины стельки. То есть для длины стельки 24-25, в нашем случае 16 сантиметров достаточно. Далее мы с вами приступим к выполнению носочной части. Для этого вот хорошо видно в готовом полотне. Мы будем вязать ряды с убавлениями. Приступаем к выполнению первого ряда с убавлениями. Кромочную снимаем. Далее 8 изнаночных.
Следующие 3 изнаночные петли мы провяжем вместе изнаночной петлей. Подхватываем 3 петли и выполняем 1 петлю. Сокращение выполнили. Далее центральные 9 петель. Провязали. Следующие 3 петли мы также провяжем вместе изнаночной петлей. Подхватываем и выполняем 1 изнаночную. Выполнили сокращение с этой части полотна. И довязываем. У нас остается 8 изнаночных. И кромочная в конце ряда изнаночной петлей. Первый ряд с убавлениями готов. В изнаночном по рисунку. Изнаночный ряд я провязала, и теперь следующий с убавлениями. В этом ряду вяжем так: кромочную снимаем, затем 7 изнаночных. Следующие 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали. Теперь центральные 7 петель. И следующие 3 петли мы также провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали. Далее остается довязать 7 изнаночных. И кромочной изнаночной. Второй ряд с убавлениями готов. В изнаночном по рисунку. Будем выполнять следующий ряд с убавлениями. Кромочную снимаем, затем 6 изнаночных. Следующие 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Теперь центральных 5. И опять убавление. Следующих 3 вместе изнаночной петлей. И довязываем до конца ряда 6 изнаночных. Кромочная, изнаночная. В изнаночном ряду как смотрят петли. Приступаем к выполнению следующего ряда с убавлениями. Кромочную снимаем, затем 5 изнаночных. Следующие 3 петли мы провязываем вместе изнаночной. Выполнили. Центральных у нас 3. Затем следующие 3 также 3 вместе изнаночной. И заканчиваем ряд. Остается провязать 5 изнаночных. И кромочная, изнаночная. В изнаночном ряду по рисунку. В этом ряду мы кромочную снимаем. Далее выполняем 4 изнаночные. Следующие 3 вместе изнаночной петлей. Затем 1 изнаночная. Снова 3 вместе изнаночной петлей. Довязываем ряд до конца, 4 изнаночные. Кромочная, изнаночная. В изнаночном ряду по рисунку. Сейчас приступаем к выполнению последнего ряда с убавлениями и вяжем так: кромочную снимаем, затем 2 изнаночные,
следующие 3 вместе изнаночной петлей, центральная 1 изнаночная, следующие 3 вместе изнаночной петлей и 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Убавление мы закончили в изнаночном ряду по рисунку. Мы закончили с вами убавление. Вот так выглядит носочная часть нашего следочка. И на спице у меня осталось 9 петель. Это 9 петель для верхней части. И выполняя верхнюю часть, мы сейчас будем с вами присоединять ее к основному полотну. Посмотрим, как это выполнить. Кромочную я снимаю, продолжаю выполнять изнаночную гладь, провязываю все петли изнаночными в лицевом ряду. Кромочную сейчас я не провязываю, а переношу ее с левой спицы на правую, оставляя рабочую ниточку перед работой. И давайте посмотрим, как правильно присоединяться. Вот наши кромочные петли полотна. Первую кромочную мы не используем, брать ее не будем. Начинать присоединение будем со второй, при этом захватывать переднюю долечку петли. Захватываю переднюю долечку петли, переношу кромочную, которую мы не провязывали, и теперь эти 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Таким образом я присоединилась. Работу переворачиваем, и здесь кромочную снимаем, далее петли лицевые. Кромочную в конце ряда снова мы переносим с левой спицы на правую. Сейчас ниточка за работой, и снова разворачиваем к себе кромочные петли полотна. Первую кромочную пропускаем, начинаем присоединение со второй, и здесь мы будем захватывать заднюю долечку петли. Переносим обратно кромочную, и эти 2 петли провязываем вместе лицевой. Присоединились. Разворачиваем работу, кромочную снимаем и продолжаем вязать ряд изнаночных петель. Кромочную петлю мы снова переносим. Обращаем внимание, рабочая ниточка перед работой. Теперь уже следующее кромочное полотно, вот она, мы захватываем переднюю долечку петли, затем возвращаем нашу кромочную на левую спицу, и эти 2 петли провязываем вместе изнаночной. Переворачиваем работу, кромочную снимаем и ряд лицевых петель. В изнаночном ряду мы кромочную переносим, рабочая ниточка за работой, и захватываем заднюю долечку следующей кромочной петли, переносим обратно нашу кромочную, и эти 2 петли вместе лицевой. Присоединились. Давайте повторим наши действия еще раз. Кромочную снимаем, далее выполняем изнаночные петли. Рабочая ниточка перед работой, кромочную мы переносим, подхватываем переднюю долечку следующей кромочной петли полотна, снятую петлю возвращаем, и эти 2 петли провязываем вместе изнаночной. Разворачиваем, снимаем кромочную и вяжем петли лицевыми. Переносим кромочную, подхватываем заднюю долечку следующей кромочной петли полотна, возвращаем снятую петлю и провязываем 2 вместе лицевой. Посмотрим, что у нас получается. Вот
хорошо видно, заворачивается наше полотно, то есть вот и боковые части. Мы присоединяемся, посмотрим, как это выглядит в готовом изделии. После выполнения всех убавлений мы с вами начали присоединяться. Вот места присоединения видны. И сейчас мы продолжим работу ровным полотном. Количество рядов, которые необходимо присоединить, вы должны определить примеркой. Я продолжила выполнять присоединение. И вот так выглядит наше полотно. Можно следочек сделать более открытым, тогда количество рядов, которые мы присоединяем, меньше. Сейчас мы работу заканчиваем, и необходимо закрыть все петли. Закрывать я их буду, провязывая изнаночными. Провязываем последнюю петлю, спицы откладываем. И теперь для того, чтобы завершить работу, я ниточку не обрезаю, беру крючок и сейчас буду выполнять обвязку. Вот последнее место, куда я присоединялась, получилась дырочка, когда я брала одну долечку петли. Сейчас ввожу крючок, захватываю обе дольки этой петли и провязываю столбик без накида. И далее я выполню один ряд столбиков без накида. И выполню обвязку вот до этого места. Обвязку крючком я закончила, и наш следочек готов. Сегодня мы с вами научились вязать вот такие простые следочки. С такой работой справится и начинающая рукодельница. Я желаю вам творческих успехов!